создания нейра до народных ремиксов. Из тех, кто пишет, а не просто играет в артистов. Из России с любовью улетают треки в дрифте. Один за одним его бенгеры все на репите. Прекрасно владеет скиллом работы с винилом. Было время в туннеле, бетон крушился до пыли. Солдаты нейропанка, на экран ориентиры. С нами Крот, и это Speak to Bash в твоем эфире. Всем привет, это Кирилл Крот, вы смотрите специальное интервью для блога Speak to Bash. Добро пожаловать ко мне домой. Эй-хо, мои друзья, я Дима Баш, это блог Speak to Bash, и сегодня мы снимаем не в студии, а именно конкретно идем в гости к музыканту, который живет прямо за моей спиной. Музыканта зовут Кирилл Крот. Я думаю, это имя вам много что говорит, а если не говорит, то обязательно посмотри это полностью интервью и узнай, кто этот человек. Пойдемте. Кирилл находится прямо за моей спиной, видимо, играет какие-то интересные пластинки. Сейчас мы узнаем, что именно он сводит и что у него есть в коллекции. Кирилл, привет. Привет. Как сам? Отлично. Что играешь? Да, вот свои пластиночки поигрываю. Спасибо всем, кто поддерживает нас на Бусти. Без вас было бы очень тяжело. Также не забудь подписаться на канал, поставить лайк, нажать колокольчик и написать комментарий. И знаете еще что? Я заметил, что вы смотрите без подписки ролики. Обязательно подпишись именно ты. Я Дима Баш, это блог Speak to Bash. Слушай, смотрю, у тебя много винила. Ты, может быть, что-то расскажешь о своих пластинках? Что у тебя есть золотой в коллекции? Да, в принципе, можно есть что рассказать. Давай посмотрим. Ну, пожалуй, самое ценное будет лежать в отделе с альбомами. Это Chasing Status, альбом No More Idols. Вот. Считаю это вообще великолепным произведением. Здесь не только драм н бейс, вот, но есть всем известные драм н бейс хиты, как No Problem, как End Credits с планом B. И вообще просто золотой альбом. Вот. Храню его близко к сердцу. Вот. И что еще? Опять-таки из альбомов. Вот он. Это альбом Гидры, собственно, Бес и Менфорд. Наши ребята, альбом Snake Monastery выходил на Итбрейне. Пожалуй, лучший российский нейрофанк-альбом, который вообще был когда-либо издан. У каждого уважающего себя драм-н-бейс диджея должно быть в коллекции вот это вот. Сейчас уже, конечно, его в продаже не найти, только если с рук, но если увидите, обязательно берите. Это альбом на века. Ну и последнее. Пластинка, которую я, наверное, чаще всего играю, собственно, и вот этот трек, это ремикс Мефьюса на Break и Total Science, на трек Dog's Dinner. Вот. Break и Мефьюс, пожалуй, самые любимые мои продюсеры на данном этапе жизни. Вот. И играю его как и в цифре на вечеринках постоянно, так и дома практически в каждом сете. Всегда стараюсь его вонзить, потому что отлично сводится, под многие треки подходит и вообще просто качает офигенно. Вот. Ну вот топ-3, так сказать, из нынешней коллекции. Ну давай немножко отвлекемся от музыки, от пластинок и просто поговорим. Ты готов к интервью? Да, конечно. Ну что, погнали? Я Дима Баш, это блог Speak to Bash. Кирилл, привет. Привет. Как дела? Замечательно. Слушай, а что было 22 декабря 1989 года? Ну, Крот появился на этот свет. И где? Это было в Ленинграде еще тогда, на Васильевском острове, роддом Института Гёте. Собственно, там я и родился, и первые года жизни прожил на Васильевском острове. Твое самое первое воспоминание? Самое первое? Да. Как я мою посуду в коммунальной квартире. Чем это закончилось? Ну, я довольно успешно до лет 12 любил мыть посуду. Вот, и делал это успешно. А сейчас любишь? Сейчас ненавижу. А почему в 12 лет так отрезало? Ну, сильно меняются, потому что наши пристрастия из детства, а потом во взрослую жизнь. Может быть, ты уж представляешь, что тарелки — это пластинки? Нет, такого нет. Нет?
Понятно. Потом ты пошел в школу, и в школе ты в одной учился или в нескольких? Нет, мы переезжали, во-первых. Во-вторых, я учился первый класс в частной школе, собственно, там же, где и ходил в детский сад. Вот. Потом мы переехали во второй класс, я пошел во вторую школу. Потом в 5 класс мне родители решили, что мне нужно учить немецкий, меня отдали в немецкую школу, я учился в центре. Вот. Но как-то с немецким не заладилось, и я опять вернулся в обычную среднюю школу в своем дворе, и там уже ее закончил. Помотало тебя, однако. Да, был такой. По-немецки что-нибудь знаешь? Ich heiße Кирилл. Что значит, меня зовут Кирилл. Пригождалось когда-нибудь? Слушай, мы в детстве катались часто в Германию, потому что у нас там жили друзья, и сейчас продолжают, собственно, жить. Вот. Но потом уже, когда стал повзрослее, совершеннолетним, уже сам туда не ездил. То есть все поездки были в детстве. И да, тогда это, конечно, пригождалось. То есть я свободно, в принципе, будучи ребенком, общался с немцами. Вот. И основной язык, который изучал, это был немецкий. На тебя как-то повлияли твои поездки в Германию? Я думаю, да, потому что первый драм-н-бейс коллектив, фанатом которого я прям сильным фанатом стал, это был Face. А Face, собственно, из Германии. Вот. И я думаю, это отложило свой отпечаток, именно поэтому так и произошло. То есть первый кирпичик фундамента музыканта родился там? Да, собственно, мои первые треки, мои первые, так сказать, успехи, которые в драм-н-бейсе появились, они были именно своего рода копированием звучания вот этого немецкого фейса, да. Ну да, если послушать турникет, это вылитый почти фейс. Ну, то, что я, так сказать, на тот уровень мог делать в то время, это именно было... Я думал, что это похоже на фейс, но, в принципе, люди это тоже отмечали. А в Германии во сколько лет ты был? Первый раз я был в Германии в 6 лет. 6 лет, а последний раз? Последний в 12 или 13, я сейчас точно не вспомню. Ты какой-то музыки там много услышал? Не то, что здесь у нас. Ты знаешь, там я общался в основном с более взрослыми людьми, да, ну, конечно, и со сверстниками. И из музыки я там слышал только то, что играет по радио. Вот. И единственное, что мне за те все поездки запомнилось, это немецкая группа Echt. Ich bin nicht immer gut zu dir. Genau genommen bin ich manchmal ganz schön schlecht. По-моему, это переводится как щука или какая-то рыба. Вот. И тогда была супер популярная песня, примерно такая, как у Люси Чеботиной «Солнце Монако», как у нас была на таком же уровне популярности, была песня «Юни Монт», что переводится как «Июньская луна». Вот. И тогда это играло на всех радиостанциях. Вот. Но этот трек никто не знает в России. Und alles bleibt stumm und kein Sturm kommt, auch wenn ich dich sehe. Es ist vorbei bei Junimond. Es ist vorbei. И вот то, что запомнилось с того времени. А в школе ты хорошо учился? Ну, класса до 9, да, я был хорошистом, у меня практически не было троек, но в 10 классе что-то как-то поменялось все, и появились всякие разные интересы там, другие помимо школы, и, конечно, успеваемость у меня понизилась. Это какие интересы? Ну, собственно, в 10 классе я начал пробовать писать музыку. Мне стало, в принципе, интересно все, клубная движуха, и уже в 10 классе я на первый рейв попал. Ну, какой? Вот. Это был, так себе рейв, конечно. Это был Open Air года от Радио Рекорд, который на бывшем еще тогда стадионе имени Кирова, где сейчас стоит наш новый стадион, проводился Open Air. Вот. Там была в основном всякая попса, и в конце этот фестиваль, он был вечерний, его завершали пендулом, своим небольшим сетом. Собственно, ради того я туда и пришел. Как ты о них узнал? Я уже тогда активно слушал драм-н-бейс, прям фанател. Вот ты помнишь вообще первое знакомство с драм-н-бейсом?
в детстве? Да, я Как помню. это было? Это был, я сейчас точно не скажу, то ли 98-й, то ли 99-й год. А мой сосед, который был старше меня на 5 или 6 лет, ну, собственно, и сейчас старше, еще вот по родительской квартире на лестничной клетке, Миша, он тогда фанател уже от клубного музла, и он очень любил Clubheads. Тогда они были, так сказать, на пике популярности в те годы. И он записывал радиоэфиры. И тогда на Порт ФМ у диджея Бумера шла передача «Синдикат». DJ Boomer. Round 2. DJ Друг wins. Final round. Fight. KO. Синдикат. И, собственно, Миша делился со мной, он записывал ночью. Я спал тогда, я был еще ребенком, он ночью записывал эти эфиры на кассеты. И я у Миши все время просил: Миша, дай что-нибудь нового, клубного, послушай там и там. Я один раз услышал, и мне понравилось. Вот. И тут он мне дал, эту кассету с записью эфира «Синдиката» диджея Бумера. И я услышал, и мне прям вообще зашло. Это такой был переходный период, еще джангл, драм н бейс. Сложно сказать, что это было именно джангл или драм н бейс, но такое. С такими характерными басами, как у диджея Афродайта. Вот. И, собственно, это было мое первое знакомство с драм н бейсом. То есть это был второй кирпичик, который заложился в твое будущее? Ну, если брать поездки в Германию как первое, то да. Но именно знакомство с драм н бейсом было первое тогда. То есть мне было то ли 8, то ли 9 лет. А кто-то твое увлечение разделял из твоих друзей? На тот момент нет. То есть ты был один? Ну, это вообще, в принципе, чуждо было слушать какую-то электронную музыку в те года, в том возрасте. То есть там, в принципе, музыкой особо никто не увлекался. Ну, извини, 2-3 класс. Расскажи про Pendulum Set, который ты попал. Это же было, можно сказать, первое мероприятие, первый рейв, на который ты вообще попал. Да, это был 10 класс. И ты пошел один? Нет, мы пошли, у нас с нашей параллели пошло довольно много народу, у нас было человек 12. Вот, и... Ну, то есть, я как ранее сказал, там в основном была какая-то попса, там еще из Дом-2 эти приезжали, там Ольга Бузова, они там пели свою эту песню на проекте Дом-2, ла-ла-ла-ла-ла. Вот, но все ждали конца, и, потому что в самый конец всего этого мероприятия поставили Pendulum. Вот, и там мы, конечно, отожгли. Они играли всего полчаса, но это было круто. Вы это подбухивали тогда? Ну, я не могу сказать, что подбухивали. Там, типа, знаешь, выпили 1 или 2 пива, это тогда называлось подбухивали. То есть этого было достаточно. Следующий концерт, рейв, который ты посетил? Следующий, это был 2007 год, нас, если мне не изменяет память, либо конец 6-го. Вот я сейчас могу путать. Это был World of Drum and Bass, когда еще... И мне самое, что запомнилось, это когда привозили битбоксера Килла Келла. Вот, это было в юбилейном. Вот, и это был уже первый настоящий мой рейв. И я там пришел практически к самому началу и отплясал до самого конца, до открытия метро. А ты помнишь вообще выступление Килла? Да, это на самом деле единственное, что запомнилось. Почему-то, видимо, оно потому что сильно отличалось от всех остальных диджеев. Я еще тогда слабо разбирался в артистах, кто что играет, откуда кто. Вот, и для меня это просто был такой вот такие какие-то звезды из Британии, которые приехали играть драм н бейс. А Килла Келла это все такое вот боксом, и почему-то оно вот именно запомнилось. Тебе не хотелось повторить так же? Честно, никогда битбокс меня не привлекал вообще. А ты пробовал? Ну, в душе. Не более того. Вот. А так, я понимаю, что это очень специфическая, узконаправленная культура, и я, честно говоря, не вижу у нее развития какого-то. То есть один раз увидеть, 2 раза прикольно, но заниматься этим, посвящать этому жизнь не представляю, честно говоря. Хорошо, когда ты садишься писать трек, ты же в голове слышишь бит уже? Совершенно не обязательно. И чаще нет. Потому что если раньше, когда я только учился писать музыку, я пытался копировать кого-то, и я слышал, да, я вот хочу скопировать, но сделать так, то сейчас никого уже не копируешь и делаешь что-то свое, но ты слышишь просто идею в голове какая-то у тебя наиграла, да, но сам бит, все будет очень сильно зависеть от того, какие ты сэмплы и звуки подберешь в итоге.
Вот. А поскольку, если когда мы начинали, там было все это очень ограничено, и на всех продюсеров было 1000 сэмплов, которые можно было скачать, то есть сейчас это просто океан. Вообще не перебрать за всю жизнь все то количество сэмплов, которое есть, и, соответственно, какую ты бочку подберешь, как барабаны, какие басы у тебя в итоге получатся. То есть ты в голове слышишь одно, но когда ты это синтезируешь, у тебя получается... Лично у меня получается вообще другое. То есть ты вроде... Потому что, ты творческий поток, ты вроде хотел одно, а потом понимаешь, ага, вот это звучит прикольнее. И в голове оно играло, а пытаешься это совместить, оно уже не играет. И ты делаешь по-другому. Поэтому заранее, конечно, я не знаю, как трек будет звучать практически никогда. То есть ты едешь домой с одной идеей, а получается уже другое на выходе? Чаще всего, да. Нет такого, что ты едешь домой, и такой в голове 5000, 30 тысяч, а потом приходишь и мне какая-то. Я записываю голосом своим, иногда на диктофон, какие-то конкретные мелодии, басов или чего-то, что у меня в голове заиграло, или я услышал трек, и мне захотелось сделать что-то похожее, но по-своему, я записываю на диктофон. Потому что вспомнить это, скорее всего, не получится, потому что есть такая вещь, как бытовуха и куча всяких дел, которые отвлекают от этого всего, и ты потом садишься за комп и думаешь, а что я хотел сделать? Вот, и я стал записывать на диктофон где-то года 3-4 назад, стал это практиковать, и я просто включаю диктофон, и потом уже я вспоминаю вот эти вот свои мысли, то, что играло в голове, и получается намного проще реализовать вот ту идею, которая в определенный момент в пробке где-то тебя настигла, будучи за рулем. Так ты идею словами описываешь? Нет, или звуками? Я именно звуками, то есть прям как битбоксер, грубо говоря. Давай включим сейчас диктофон, в каком стиле можешь записать? Сейчас у меня идей никаких нету, поэтому вряд ли. Ладно, подождем немножко еще, может, что-то и появится. Так, слушай, закончим со школой. Вот, закончил ты школу, у тебя был выпускной, а потом ты куда-то учиться пошел? Да, я пошел учиться в Институт культуры и искусств СПб ГУКИ, который на Марсовом поле находится в Санкт-Петербурге. Пошел я на факультет музыкального искусства, эстрады и художественной коммуникации на специальность менеджмент в сфере культуры, что в Советском Союзе называлось массовик-затейник. Вот. Тамада. Вообще, в принципе, да. То есть директор ДК может занимать, как такую должность может заниматься этим образованием. Но я отучился там 1,5 года. И там меня затянуло музло, я стал играть. Это как раз я поступил в 2006, а в 2000, это, получается, первый семестр. И в 2007 я уже начал играть. Начались клубы постоянные, клуб «Тоннель». По 3-4 раза в неделю туда поездки. И, меня все это затянуло. Я стал, как говорится, клубиться. Вот. Не могу сказать, что сильно жалею о том, что не закончил универ. Это мне никак не помешало в жизни. Но там было, на самом деле, интересно. Там было очень много творческих людей, которые не хотели идти учиться на юристов и прочую скучную, так сказать, профессию. На тот момент они с 16-17 лет ощущались как очень скучные и занудные. И люди туда шли, творческие люди, было очень много. Были вокалисты, барабанщики, гитаристы, бас-гитаристы, которые в будущем, кстати, многие реализовали себя. И да, интересно было, потому что такое скопление творческих людей, молодых, оторванных, так сказать, от реальности, это было классно. А ты с кем-нибудь еще связь поддерживаешь? С одним человеком изредка поддерживаю связь, но, к сожалению, только с одним. Почему, к сожалению? Потому что сейчас бы я, допустим, с удовольствием хотел бы, чтобы тот мой одногруппник, который классно играет на басухе, записал мне партию для моего трека, да, типа живой бас-гитары. Но мы там столько лет не общались, и как-то сейчас уже обратиться немножко неудобно, да. Вокалисты были классные, я бы сейчас с удовольствием с ними поработал. Может быть, и поработаю, может быть, возьму и напишу, и поработаем. Но это так. А ты вообще готов работать с любыми вокалистами? Как минимум с теми, которые умеют петь и попадают в ноты. Так что если среди наших зрителей есть вокалист, который умеет петь и попадать в ноты, пожалуйста, к Кириллу Карату, и у вас будет замечательный трек. И обязательно на русском языке. Я Дима Баш, это блог Speak to Bash. Программа, в которой ты начал писать музыку, это Fruity Loops или Fast Tracker? Нет, это была программа EJ Techno 4. Так ты ее нашел?
Я ходил в магазин, в котором продавались CD-диски пиратские с играми. Если помните, они тогда все еще назывались от компании Fargus, как будто желтенькими такими бирочками. Вот. Выбирал там игры регулярно, там раз в неделю, раз в 2 недели, как родители давали денег, ходил за новую игру. Вот. И там я, короче, такой смотрел, а что есть программы эти интересные? Вот. Не только же игры покупать, увидел там, типа, создавай музыку на компьютере, EJ Techno 4. А суть EJ в том, что там готовые сэмплы, записанные там в одну тональность, и тебе нужно только взять барабанчики, басы, гитарку там, или что-то еще, какой-то синт, и просто составить структуру из этих кубиков, вот, чтобы получился трек. Мне так понравилось, короче, я там, через пару недель, как появились деньги, там, может, через месяц, сейчас уже точно не вспомню, пошел опять туда и увидел там EJ Hip Hop 2. Там уже были сэмплы не техно, как было в первом случае, а именно хип-хоповые. А там в ритме от 80 до 100 BPM. Вот. Я пособирал этот хип-хоп, и как раз в ту пору мне вот так активно начал слушать драм-н-бейс, и такой думаю, а драм-н-бейс же у нас типа 175, а это половина, так сказать, ну, хип-хоп бит умноженный на 2. И подумал, надо где-то найти драм-н-бейс биты, короче, скачать и попробовать их с хип-хоп сэмплами. Вот, собственно, так я где-то нашел какой-то архив с амин-брейками, с прочими известными лупами барабанов и стал под эти хип-хоп сэмплы подставлять драм-н-бейс барабаны. И даже нашел там хип-хоп басы, которые очень вкатывали в драм-н-бейс. И это вот были первые попытки создать что-то вроде трека. Вот. Конечно, потом я узнал про Fruity Loops, потому что никакой свободы в этом EJ не было. То есть ты был сильно ограничен, там 3,5 ручки настроек, вот, и все. Потом мне подсказали, я не помню, кто или что. По-моему, даже продавец в этом магазине, который, собственно, продавал эти диски пиратские, мне сказал, что вот есть поинтереснее софтина. Я купил диск, там был и FL Studio, и Cakewalk тогда еще популярный, и что-то еще. Вот. И он мне рекомендовал, по-моему, это так было, что он мне порекомендовал поставить FL-ку. Это еще не FL было студио, это было Fruity Loops, прям так называлось. 4-я версия была. Вот. Поставил Fruity Loops и, собственно, понеслось. И это была весна 2005 года. Все, у тебя остались эти треки еще, которые ты первый написал? Да. Покажешь? Я бы не стал это показывать. Ну почему? Надо же знать, с чего начинал у нас великий Кирилл Король. С чего начинался, чем закончил. Далеко не великий, но прям это кринж вообще откровенный. То есть у меня не было музыкальной школы никогда, то есть родители меня туда не отдали. И, соответственно, это вот попытки Медведя сыграть на балалайке. Примерно так это все звучало тогда. А когда ты записал трек, ты кому-то его показывал? Да, я все треки отправил диджею Гвоздю. И что, он как-то среагировал? Я где-то нашел почту Гвоздя, не помню как. И я, короче, все, что не написал, прям вот чуть ли не с первых треков, я все отправлял Гвоздю. Там, типа а-ля email был djgvoздь@mail.ru. И Костя мне периодически отвечал, что тебе надо еще работать, пока что это еще не то. И потом как-то так случилось, что мой трек появился в эфире пиратской станции на Радио Рекорд, вот в Костиной передаче. В каком году? Честно говоря, мне сейчас сложно вспомнить, но, по-моему, это был 2006 или, может быть, начало 2007. То есть до такой степени задолбал Гвоздя, что он, ладно, отстань уже от меня, поставлю твой трек. По-моему, так это именно и было. Как трек назывался? Сейчас не вспомню, но вспомню второй раз, когда мой трек заиграл на Радио Рекорде в пиратской станции. Играл его уже не Гвоздь, играл его диджей Арт. И это был коллаб с Озмой. И трек назывался Quick Rush. Это был мой первый, вообще, по-моему, коллаб, который я с кем-то написал. И диджей... А Озма отправлял как раз свои треки не Гвоздю, а Арту. Может быть, Гвоздю тоже отправлял, я не знаю. Вот. Нет, Озма Сава, там у них аудиобутик. Да, аудиобутик был такой лейбл у диджея Арта. И, собственно, Арт сыграл в своем миксе. Он еще неправильно Озму назвал в эфире. Он сказал не Озма, он подумал, что это не буква О, а буква Q. И назвал его Кузьма. И получилось Кузьма и Крот, Quick Rush. Такая вот история. Да, по-моему, это 2006 был. Слушай, вот когда Гвоздь поставил твой трек, ты Гвоздя лично знал уже? Лично нет.
Нет, конечно. А когда с ним познакомился, ты сказал, кто ты? Я довольно поздно с Костей познакомился лично. Как-то мы не пересекались. Я на респектовские вечеринки особо не ходил, потому что, по-моему, это были всегда лесенапы, которые проходили в Грибучей по воскресеньям. Ну, как-то по воскресеньям я вообще не понимал смысла этого всего. Потому что понедельник на учебу. Вот. Поэтому с Костей я познакомился достаточно поздно. Мы очень долго коммуницировали онлайн. Вот. И лично познакомились уже чуть ли не когда я к нему альбом подписал на лейбле. Вот. На респект? Да, у меня единственный альбом, который я написал, именно альбом полноценный, выходил на респекте. Да, кстати, Лиснап мы все время называли вечеринками бездельников, потому что они были по воскресеньям. Ты туда приезжаешь, думаю, уеду на первых мостах. На первых мостах не уезжаешь, в итоге остался до утра, а утром на работу. Это была жуткая жуть. И, как правило, целый клуб был постоянно народа. Ну, когда я бросил учебу, я стал ходить на лесенапы. Потому что стал бездельником. Потому что стал бездельником. Да. Да, хорошие были душевные вечеринки. Очень было И интересно. очень маленькая гримерка Грибоедова. Да. 1 на 1 или 1,5 на 1,5. Да, 2 на 2 человека. Слушай, а альбом вот на респекте, который вышел, он пользовался популярностью? Вообще тебе какие-нибудь комиссионные заплатили? Да, или... Костя заплатил мне спустя... Это на самом деле тяжело сейчас вспомнить, но что-то в районе типа 200 евро там, спустя 1,5 года продаж. Что-то такое. Для меня тогда это было как-то существенно. То есть это были первые деньги, которые заработаны на музыке? Нет, не первое. Это потому что сначала альбом вышел, потом, по-моему, 2 года он продавался, и только потом мне Костя роялти выплатил. Что-то я уже с музыки зарабатывал, играя где-то там. Это не первые деньги. Ну, это первые большие деньги или нет? Или как? Но это были достаточно, с музыки это именно были достаточно большие деньги. То есть за раз получить 200 евро там, при зарплате в те времена там, в 400, то это достаточно нормально было. Ну, давай закончим твое отрочество, переходный возраст. Вот. То есть ты не доучился, и что ты делал дальше? Я пошел работать. Кем? Я перебрал очень много всяких разных работ, начиная от помощника продавца мясного отдела до там, руководителя отдела продаж. Ну, то есть путь у меня достаточно большой был вот, в плане карьеры. Она никак не связана с музыкой вообще. Все, что я пробовал, разные работы были. И продажи, и там аккаунт-менеджер, и... Это где я только не работал. Вот. Но больше всего, на самом деле, времени в продажах провел до того, как не ушел в маркетинг уже полностью. Слушай, какая твоя основная мотивация была не бросать музыку? Да, мне просто нравится ее делать. Ну, то есть я получаю удовольствие от процесса, я получаю удовольствие от того, что это нравится людям, получаю удовольствие от полученного фидбэка. Вот. Ну, только такая чисто эмоциональная. То есть, там, если финансово брать, то никогда это не стояло и не стоит практически ни на каком месте. То есть, да, если я играю, я, естественно, беру деньги за сет. Если я выпускаюсь, я хочу получить роялти. Но это всегда стоит где-то внизу. То есть, в первую очередь, это именно мне нравится драм-н-бейс, мне нравится делать музыку, мне нравится играть. И вообще, в принципе, от всего этого процесса, от драм-н-бейс индустрии получаю удовольствие. Слушай, то есть ты вот сейчас говорил про фидбэки. Ты помнишь свой первый фидбэк на свои треки? Первые фидбэки были на лейбле drumandbass.ru, где ты... Ой, не на лейбле, на форуме, извиняюсь. Где ты тоже проводил много времени в те года. Вот. Там был отдельный раздел для демок, куда начинающие музыканты, и не только начинающие, кстати, Леха Эней тоже туда демки кидал. Вот. Он уже тогда был таким... Пеппер-клип же был, по-моему. Пеппер-клип, да. Да все там были, кто в те времена начинал. Вот, собственно, первые фидбэки были там. Потом... Положительные? А всякие, не, там говна хватало. Самый негативный фидбэк на тот момент. Да, я сейчас не вспомню. Я никогда не акцентировался на негативе, да и, в принципе, на каких-то конкретике. Я взвешивал, так сказать, сколько приходит негатива и сколько позитива. Если был баланс хотя бы 50 на 50, значит, я не зря делаю. Если прям совсем никому не нравилось, я понял, что-то не то делаю. И что ты исправлял? Ну, ты я- написал трек, смотри, вот ты написал трек, вот, и люди говорят, фу, говно, ну тебе он нравится. Что ты будешь делать? Но если это было, так сказать, в рамках демки, когда ты еще отправляешь недоделанную работу, и тебе дают конкретную, конструктивную критику, то, конечно, я прислушивался. Особенно если я видел, что это пишут какие-то ребята, которые круче уже меня разбираются во всем этом. Там, Паша Пеппер-клип или ребята того же уровня на тот момент. То, естественно, я прислушивался. Если это просто полив говном был, то,
окей. Не, конечно, бомбило, у всех бомбило, не все. Отвечал? Поначалу. Да, я отвечал там, и все. Это на Drum-N-Bass-арене, когда потом это все перетекло потом на ДНБ-арену, на российскую Drum-N-Bass-арену, которая, вот, собственно, где больше москвичей уже было, нежели на Drum-N-Bass.ru петербуржцев. Там вообще прям троллинг лютый был, и там, конечно, задница сгорала капитально. Ну, надо было просто научиться вести себя и в интернете, и как бы все это воспринимать. Ну, потребовалось время для этого. Главное, что время тебе потребовалось, и ты не остановился. Согласен. Да, так что вот, воспринимайте хорошо критику и работайте над собой, потому что за счет критики мы растем. Баш, это был Speak to Bash. Баш. А сейчас мы находимся на втором этаже, и здесь 3 двери. А как вы думаете, за какой из них находится студия Кирилла? 1, 2, 3. Давай здесь посмотрим. Вот она. Кирилл, расскажи, что у тебя в студии находится, как ты здесь занимаешься? Давайте что посмотрим. пишешь сейчас? Собственно, такая вот маленькая комнатушка, 6,5 квадратов. Ничего необычного. Мониторы, небольшая звукоизоляция, компьютер, наушники Fostex, highly recommended, и звуковая карта. Собственно, все, что нужно для написания музыки. Ну и, конечно же, FL Studio. Ну, в данный момент работаю над проектом. Это ремикс, будет официальным, на проект «Молодость внутри». Достаточно популярная нынче группа. На их песню «Горе». Проект реализуется в рамках нашей команды под названием «Савоки». Это я, собственно, и ребята из Dispersion. А ты собираешься делать какой-то апгрейд своей студии, или этого достаточно? На данный момент мне всего хватает, у меня достаточно мощный компьютер. Единственное, по звукоизоляции есть вопросы, я еще буду над ней работать. То есть нужно определенные искажения, шумы убрать, чтобы звук из мониторов был идеальный. Вот. Ну а в целом по оборудованию меня все устраивает, и я работаю на нем в удовольствие. Слушай, а ты можешь рассказать минимальное набор оборудования для начинающего музыканта? Да, это обязательно мощный компьютер. Не надо пытаться на каких-то слабеньких процессорах реализовать это. То есть сразу берете мощный процессор. Это достаточно качественная аудиокарта, хотя бы от 10 тысяч рублей. Ну, в моем случае это Audient ID14. Сейчас можно купить в районе 20 тысяч рублей. То есть не что-то супердорогое, не 100, не 200 тысяч рублей. Вот. И мониторы, в моем случае это Adam T7V. На данный момент там в районе 45-50 тысяч рублей можно купить пару. Вот. Можно, конечно, взять мониторы поменьше, но лучше взять мониторы поменьше, но того же Адама. Вот, не пытаться брать какие-то дешевые совсем предложения на рынке, потому что вы все равно это продадите через какое-то время, когда дойдете до определенной ступени в звуке. Вот. Да и, собственно, все. Какая-то минимальная звукоизоляция, чтобы искажение погасить и отражение от стен. Вот. И хорошие наушники тоже. Можно даже начать без мониторов. Те же Fostex. Сейчас в районе 10 тысяч рублей. Это модель T50RP. Вот. И, то есть, стартовый бюджет может быть в районе там, 20-30 тысяч рублей, если не брать компьютер. И можно творить вообще свободно. То есть ты рекомендуешь? Да, вообще, в принципе, все, что у меня здесь стоит, это проверенное опытом. То есть я очень много оборудования сменил, и сменил не просто потому, что я так хотел, а общаясь с людьми, советуясь, пройдя определенные, так сказать, пути становления музыканта. Вот. И как мониторы Adam, как звуковые карты Audient, так и наушники Fostex, это все я могу рекомендовать вообще без зазрения совести. Баш, это был Speak to Bash. Баш. Алиса, включи Крот Турникет. Включаю Крот. Песня «Турникет». Тот самый турникет. Тот самый турникет 2009 года. Да. Алиса, стоп! Знаете, в 2009 году Кирилл Крот залетел с этой песней на подкаст Нейропанка. И из-за этого стал знаменит.
Вот. А на самом деле все очень было просто. Все дело было в названии. И название было взято вот именно с этого альбома. Да, Кирилл? Да, именно с него. Это легендарный альбом группы Evanescence. Наверное, самый известный у них, самый продаваемый альбом Fallen. И самая популярная песня была в те годы Bring Me to Life. Вот. Но я взял отсюда название «Турникет», потому что непосредственно свой трек ассоциировал так или иначе как-то с метро, с подземкой, с подземельями. Вот. И вспомнил, что есть такой трек у Evanescence, вот, и взял это название «Турникет». Так он, собственно, и появился. И вышел на лейбле Tam Records в 2009 году в одноименной EP. Можно сказать, это был старт твоей карьеры. Да, это первый какой-то, так сказать, значимый релиз, вот, потому что до этого были какие-то попытки, но не увенчавшиеся особым успехом, а «Турникет» это был вот это рубеж, когда началось мое творчество в массы. Ну, это тебя прям мотивировало. Ну, конечно. Каждый релиз мотивировал, и тогда, в принципе, на написание музыки мотивировало все. Любые эмоции, будь то негативные или позитивные, музло писалось каждый день. Возвращаясь к «Турникету», ты сейчас берешь название других пластинок? Ну, нет, сейчас я такое не практикую. Это, пожалуй, был единственный опыт. Ну, удался. Да. Так что вот, кто хочет успеха, берите названия чужие. А на самом деле, что тебе сейчас мотивирует больше всего? Да просто желание писать эту музыку. Я драм-н-бейс люблю его каждый день с утра до вечера. Вот. И чего-то, кроме просто желания творить именно драм-н-бейс, ничто не мотивирует. То есть это какой-то та вещь, которая существует параллельно всей моей жизни. Вот, собственно, с 2005 года и до сих пор. И так дальше будешь продолжать? Я надеюсь, что да, пока никаких нету причин, почему я должен закончить писать музыку. Вот. А твое творчество, оно не мешает тебе в личной жизни? Нет. Конечно, да, когда я был молодой, я мог писать там, ну как молодой, когда совсем еще юный, в возрасте там 17-20 лет, я мог писать музло всю ночь, лечь в 5 утра и, грубо говоря, в 8 встать на работу и поехать. Тогда и здоровья хватало, и силы, и эмоций, и дофамина. Вот. Сейчас музыка, конечно, в основном по вечерам, потому что есть работа, есть быт, и когда выдается свободный вечер, я иду в свою студию, сажусь и пишу музыку на тех эмоциях, которые накопил за последние дни. Ну, я думаю, тот опыт «Бессонных ночей» тоже дал о себе знать. Ну, конечно. Вообще самые хиты писались. Ну, не то чтобы прям хиты, в общем понимании, но хорошие прям треки и какие-то идеи приходили именно ночью. Сейчас ночью хочется только спать. Нету уже... Да, естественно, когда ты молодой, у тебя запал, ты там готов вообще сутки напролет писать музло, там, не выспаться. Сейчас, конечно, задумаешься и о здоровье, и о режиме. Вот. Но именно самого запала писать музыку, он никуда не ушел. Хочется изо дня в день это делать. И, как я уже сказал, когда выпадает возможность, делаю это регулярно. Это уже опыт. Опыт, конечно. Опыт очень важен. Ты помнишь свое первое выступление, когда тебя позвали играть? Вот, если честно, эта информация немного стерлась. Я не помню конкретно первое выступление. Потому что что-то начиналось с каких-то баров, где-то небольших клубов. И это вроде как и не вечеринка, а то, что организовали просто какие-то знакомые, то есть без афиш, без всего. Прям первую вечеринку я вспомнить не могу. Потому что вообще практика началась в спальне, так сказать, одного из моих знакомых, где мы собирались с толпою. Там были старые какие-то японские вертушки, это даже не техниксы были. И мы в магазине «База», в магазине «Граммофон» покупали пластинки. Естественно, тогда бюджеты на покупку винила были у всех супер ограничены. Где кто-то что-то заработал 500 тысяч рублей, поехал, купил там 2 пластинки, тогда они там по 300 рублей продавались. Вот. И мы там раз в 2, 3, 4 недели собирались. И, собственно, в комнате нашего товарища у него были колонки S90, еще пара каких-то больших колонок, тоже что-то вроде радиотехники, и мощный усилитель. И вот мы с винила долбили, вообще. Ну, мы все это делали в, так сказать, положенное время, не ночью. Но там подъезд гудел нормально.
То есть, началось это все вот именно вот с таких вот посиделок. Именно само проигрывание. Там я потихоньку научился играть именно с винила. Я всем рекомендую, кто хочет стать диджеем, научитесь играть с винила. Потом вы сможете сыграть с любого вообще самого убитого аппарата. Потому что в виниле максимальный контроль нужен музыке. И потому что постоянно убегают треки друг от друга. Вот. И этот навык, он, конечно, на всю жизнь. Это как велосипед. Научился ездить на велосипеде, сможешь сесть даже спустя 10 лет, если не ездил. Так же и с винилом. Слушай, ты много с кем выступал на одной сцене. У тебя есть, может быть, какой-то кумир, с кем бы ты хотел выступить? Вообще, если честно, такой цели нету. И какой-то мечты такой Может быть, нет. не цели, а вот так хотелось бы. Хотелось бы... Да нет, я не считаю, что выступление на одной сцене — это заслуга музыканта. Это скорее заслуга промоутера, организатора вечеринки, который поставил тебя в один лайнап с этим музыкантом. Поэтому я не вижу в этом ничего интересного для себя. С другой стороны, написать коллаб с каким-то музыкантом, который по своей воле захочет с тобой написать, допустим, с Брейком, с тем же, или с Мефиусом написать коллаб, для меня это было бы, конечно, классно, большой честью, я бы с удовольствием это сделал. Вот. Но вот исключительно в продакшене. А поиграть на одной сцене не вижу в этом никакого вообще заслуги. А большие мероприятия, рейвы, европейские рейвы, не хотелось бы поехать? Я бы не отказался, так сказать, но, опять-таки, цели поехать куда-то на европейский или американский рейв у меня нету. Я считаю, что я играл на лучших фестивалях в нашей стране, это нейропанк фестивали, вот, потому что, непосредственно считаю себя частью этого движения, потому что на больших рейвах очень много людей, которые приходят просто на вечеринку потусить. В то же время на нейропанк фестивале приходят те люди, которые слушают конкретно эту музыку, они знают, куда они приходят, они знают твои треки, каждый второй из них, скорее всего, знает твои треки и ждет, что ты их сыграешь. И это дорого стоит. А ты часто свои треки играешь в сетах? Да, я регулярно добавляю в сеты свои новые треки, стараюсь играть то, что вышло не позже, чем год назад, в основном свежий материал, но у меня есть любимчики, также и старые треки, которым уже лет по 5, но я периодически их играю. Вот. Но стараюсь все-таки играть более свежий материал. А свежий материал узнают люди? Тут зависит от того, как давно был подкаст «Нейропанк», потому что все практически новое музло презентуется в этом подкасте. Вот. И из этого подкаста оно становится популярным, узнаваемым. Вот. И да, довольно часто узнают, особенно мои ремиксы, конечно, девчонки в основном, и парни тоже любят и ждут, когда я их сыграю в своих сетах. Играю их немного, честно скажу, потому что все-таки вот эти ремиксы, они не совсем коррелируют с основным настроением моих миксов. Я играю все-таки более тяжелый, такой нейрофан. Вот. Но почему-то пишу музло такое более душевное, нежели играю. Помимо нейрофанка ты еще писал Liquid. Был период у меня, да, и я не знаю, честно говоря, как так вышло. То ли я как-то перегорел в какой-то момент. В общем, надоело мне прям тяжелое музло. Захотелось какой-то лирики. Может быть, это связано с тем, что я встретил свою жену как раз в те времена, будущую на тот момент. Вот, и какие-то, так сказать, на фоне влюбленности и всего больше писал лиричного, легкого музла. Вот. И этот период продлился, наверное, года 2-3. Я практически не писал никакой нейрофанк или текстеп, и это был в основном Liquid. А его где-то можно послушать? Да, конечно. Релизы выходили на Influenza Media, это один из лейблов Triple Vision, на Blue Sapphire, в свое время выпускавшего очень классные винилы еще. Те, кто слушали Liquid в те времена, знают этот лейбл. Вот. Также где еще? Life History на питерском лейбле Вани Назина, DJ Xargena тоже выходило достаточно много релизов. Вот, так что все это есть на стриминговых платформах, все можно послушать. Вот. Liquid достаточно много издал за это время. Слушай, а есть какая-нибудь движущая концепция всего твоего творчества? Что объединяет все твои треки? Наверное, нет. Ничего такого, что кроме меня как музыканта, ничего их не объединяет. Потому что я даже не могу сказать, что у меня есть какой-то фирменный звук. Потому что я постоянно ищу что-то новое. И несмотря на то, что мой творческий путь уже на данный момент это 17 лет, у меня довольно часто меняется и звук, и какие-то приемы, и
Конечно, профессионалы, кто давно, так сказать, знаком с моим материалом, узнают мои треки по определенным каким-то, по звуку, по каким-то ходам. Вот. В нейрофанке, поскольку я начинал с копирования, так сказать, ну, многие музыканты начинают с копирования своих кумиров. Вот. Всегда я копировал фейсов, и это прослеживалось в моем звучании. И до сих пор в некоторых треках я вот напишу трек, скидываю парням, говорят, ну вот это тот самый крот из нулевых. Вот. Да. Это как звучит? Да. Слушай, а почему крот? Вообще, на самом деле, все очень просто. В классе, наверное, 10 или 9 у меня сильно начало падать зрение. И я начал просто ходить, особенно на уроках химии и физики, где есть кафедра перед доской, и, соответственно, ученики сидят далеко. Мне приходилось ходить туда, вот к этой кафедре, и переписывать задания с доски, которые написал учитель. А я очки ни в какую не хотел носить. Вот. Но потом все-таки надел очки, и кто-то из одноклассников мне там, да ты же крот. Совершенно правы. Вот. Крот, она прилипла ко мне, собственно, вот там с 14-15 лет, и потом, когда я уже начал заниматься музыкой, я недолго думал, взял себе этот псевдоним. Сначала его писал как по-русски крот, с буквой «Р» русской, потом уже на латиницу переделал. Вот. Поэтому ничего замысловатого в кроте нету. То есть очки до сих пор на мне. Ну, тебе это не бесило, ничего не обижало? Не, я не вижу ничего плохого. Крот — это такое вот животное, у которого совсем нет глаз. Я примерно так же выглядел в школе, когда не мог переписать задание с доски, поэтому ничего зазорного в этом не вижу и оставил это как псевдоним. То есть ты сейчас снимешь очки, меня не увидишь? Ну нет, я тебя увижу, но довольно размыто. Каждый трек, как правило, для артиста это его сокровище детище. А были такие случаи, что ты делал треки на пофиг? Типа сделай и так сойдет. Отшибись, как говорится. Да, конечно, такие треки есть. Ничего хорошего с ними в плане популярности и вообще развития не стало. Вот. Конечно, были такие треки. Просто ты вроде писал, а потом понял, что да, какая-то фигня. Но ты его все равно дописал, как-то и издал там, или выложил фришкой. Конечно, у всех такое есть. Невозможно делать от трека к треку какие-то бриллианты. А в стол много пишешь? Сейчас намного меньше. Раньше было прям вообще 90% в стол, 10% издавалось. Сейчас поскольку раньше было очень много времени, а сейчас его стало намного меньше в разы, я стараюсь так не делать, потому что ценю время свое и стараюсь практически все, что написано, издавать. Но если прям совсем плохое что-то получается, то бросаю. Да. Конечно, такого материала стало намного меньше с возрастом. Ты общаешься с молодыми музыкантами? Да, никогда, то есть никакого презрения или чего-то нету. Тебе часто обращаются? Сейчас стали реже, потому что я связываю это с тем, что раньше обращались по вопросам продакшена, какими-то советами, то все. А сейчас стало настолько много информации по продакшенам, что практически по любому вопросу, который ты не напишешь, будет на русском или на английском языке, на YouTube есть ответ, как сделать то или иное. Раньше у нас когда я начинал, этой возможности не было. Мы передавали опыт друг другу, соответственно, были форумы, советы, топики, Паша Подперклип эти огромные темы вел на Drum & Bass арене, на Drum & Bass.ru, с советами по продакшену, по сведению, все, потому что информация была недоступна. Сейчас, просто это... Бери, вводи запрос, и у тебя есть ответы на все вопросы. Я связываюсь с тем, что меньше стали обращаться, потому что информация стала доступна. То есть люди научились искать? Тогда даже когда ты умел искать, это было достаточно сложно. Найти что-то. Ответов не было в интернете, а сейчас ответы есть на все. Слушай, а сэмплы где ты сейчас берешь? Да, как-то уже последнее время есть какой-то собранный архив сэмплов, который используется из трека в трек. Из того, что новое появляется в коллекции, это, как правило, патреоны или бусти других продюсеров. То есть то, что выкладывается для фанатов или просто слушателей по подписке. Многие наши ребята тоже, Мистер Фрэнки, Тедди Киллерс, Гидра, у них есть свои эти патреоны и бусти, куда они выкладывают обучающий материал, в том числе и сэмплы. На самом деле очень классные порой бывают, особенно у Коляна, у Гидры вообще. Сэмплы просто огонь, всем рекомендую. И пресеты тоже.
Вот. А до всем известных событий у нас работал Splice. Splice — это такой сервис, где ты можешь покупать не весь sample-пак, а ты платишь подписку, и у тебя есть кредиты. То есть ты оплатил подписку, тебе там раз в месяц добавляется 100 кредитов. И на эти 100 кредитов ты можешь взять определенное количество сэмплов. Вот. Если раньше нужно было покупать полный сэмпл-пак грубо говоря, за 3000 рублей, из которого ты 3 сэмпла взял, то теперь появился Splice, и, к сожалению, в России теперь недоступен, где можно было просто по одному сэмплу это забирать, и очень удобно отслушивать бесплатно и забирать только то, что тебе нравится. Поэтому, опять-таки, в музыке в плане написания становится все более доступно и дешевле, и доступнее, и проще, и ближе. Ты не думаешь, что нейросети победят нейропанк? И нейрофанк? Я не думаю, что нейросеть вообще в принципе сможет когда-либо заменить музыканта или художника. Потому что у нейросети нету главной составляющей. У нее есть нейронные связи, как у нас в голове, в человеческом мозге, но нет самого главного, нет души. А душа нужна для того, чтобы вдохновиться, придумать идею, реализовать ее. То есть нейросеть может сделать какую-то копию того, что было раньше. Потому что что-то новое придумать нейросеть сама по себе не может. Так она устроена. Вот. Да, нейросети делают сейчас музло. В принципе, можно даже сет составить из музла, сгенерированного нейросетью. И, возможно, даже люди будут танцевать, и все скажут, что был классный сет. Но артистов, как какой-то составляющей, нейросеть не может быть артистом. Вот, то есть, да, возможно, будет культ нейросетей, я этого не отрицаю. И будут артисты, которые все будут знать, что это нейросети, и ему будут поклоняться. Но нету какой-то вот этой фишки именно человека во всем этом. И люди это чувствуют. Нет души. Души нет, и люди это чувствуют. И это скорее такое баловство в плане именно творчества. Да, нейросети займут определенные ниши в плане работы. Они будут замещать какие-то профессии, которые будут не нужны, потому что это все будут делать нейросети. Но это скорее про работу, про какие-то четкие механизмы. А музыкант — это творческая личность, которая без человеческой составляющей не может существовать. Тогда слушай, следующий вопрос. Как думаешь, нейросеть может помогать музыканту? Например, мастеринг? Безусловно, они уже помогают это делать. Есть определенные сервисы, определенные плагины, которые используют навыки нейросетей. Это ускоряет процесс, упрощает его. Это уже есть сейчас. Ты этим пользуешься? Определенными видами, да. Например? Например, когда ты хочешь написать бутлег, и бутлег — это неофициальный ремикс, для тех, кто не знает. И тебе нужно выдернуть из композиции только вокал, отсекая музыкальную составляющую, то есть минус. Есть нейросети, куда ты загружаешь трек, и на выходе получаешь дорожку с вокалом. Да, он не идеальный, как записано в студии, с небольшими артефактами, может быть, с большими артефактами, которые потом надо подчищать, но в целом нейросеть может вытащить вокал из песни. Ты уже семейный человек, живешь за городом, и когда тебя зовут поиграть куда-нибудь, ты с радостью едешь или такой, ехать куда-то? Если честно, сейчас стало с этим намного сложнее, когда переехал за город. Мы не так давно живем, чуть меньше года. Да, добираться на вечеринки стало сложнее, потому что если раньше ты за 500 рублей вызвал такси, то теперь такси это в 3 раза дороже в один конец. И стараюсь ездить на вечеринки на машине за рулем, потому что иначе получается прям совсем по бюджету невыгодно. А так, в целом, да, и соглашаюсь практически на все мероприятия, на которые могу приехать. Как артист, ты раньше с одними сложностями сталкивался, сейчас с другими. Когда в тот момент, какие они тогда были и какие сейчас? В начале творческого пути ты всегда сталкиваешься с тем, что ты не знаешь, как сделать то или иное, потому что еще нет опыта. Сейчас опыт есть, но самая главная проблема — это, наверное, все-таки время. То есть найти время, потому что нельзя посидеть полчаса или час за музыкой. Ты должен выделить, и по-хорошему студио-сессион должен быть хотя бы часа 3, чтобы ты мог сесть и кидать структуру трека или свести то, что ты там делал до этого. Сесть на часик — это такое. Поэтому, наверное, главное, чего сейчас не хватает, и трудность — это именно нехватка времени. И усталость. Она накапливается, и не каждый вечер, когда у тебя есть время, ты готов сесть в студию. Иногда хочется просто полежать на диване. Был какой-нибудь в твоей карьере человек, который дал тебе прям ценный совет?
по музыке и по развитию, по всему? Ну, в своем творческом пути я бы обозначил 2 людей, наверное, максимально давших мне и советы, и, в принципе, какой-то толчок в развитии. Во-первых, это Петя Селектор. Это человек, который, в принципе, меня, так сказать, познакомил с продакшеном, познакомил меня и с тусовкой на тот момент Drum & Bass.ru в Санкт-Петербурге. Ну и поколлабил со мной. Я много от него чего перенял. То есть я вообще чего не знал. То есть я был совсем зеленый. Вот. Мы как коллабили удаленно, так и к Пете я приезжал. Вот. Ну а второй человек — это, конечно, Женя Бес. Несметное количество советов и вообще, в принципе, наставлений на жизненном пути я получил от него и до сих пор получаю. Вот. Ему вообще премного благодарен. Возможно, если бы не он и не его подкаст и лейбл, где я сейчас был бы, вообще неизвестно. Вот. Да здесь бы не сидел. Сидел бы, наверное, здесь, но, наверное, не кротом, а уже просто каким-то обычным... Просто Кириллом, обычным менеджером, которому с утра на работу. Слушай, вернемся к Пете Селектору. Я помню, были такие замечательные вечеринки, как Москва Катамаран Сапфир. Ты их помнишь? Сапфиры, конечно, помню. Это легендарные вечеринки. Расскажи по них, что ты помнишь. Ну, вообще, я изначально на Сапфирах, я еще тогда прям таким только начинающим диджеем был, я там работал. То есть я занимался непосредственно там логистикой по разгрузке оборудования, короче, там же было двухъярусный этот корабль, нужно было... Да, еще и 3-я, да, палуба была наверху. Да. Минутку. 3-палубный катамаран Сапфир вмещал до 1000 людей. Это была большая-большая лодка. Она ходила по Неве и, соответственно, в акватории Финского залива. Людей набивалось очень много, с большим перегрузом. И очень удивительно, что никто не утонул и не погиб. Ну, вот начинал я там как технический персонал, вот, поигрывая там где-нибудь в конце на дальнем танцполе. Вот. Ну и в то же время я как раз тогда стремился к тому, чтобы уже играть на мероприятиях. И спустя какое-то время я уже играл на Сапфире, был заявлен в лайнапе. Петя меня добавлял как артиста. Вот. Ну, это вот, да, это было в самом начале становления моего пути как артиста. И эти вечеринки, они, конечно, отложились в памяти сильно. Как думаешь, сейчас возможны такие вечеринки? Я думаю, да, вполне. Нужно только найти подходящий корабль, а таких нет сейчас. Вот. В основном на теплоходах Москва делают вечеринки, но там 2 танцпола — это максимум, и 150 человек. Найти такой корабль... Не 1000, да. Найти корабль на 1000 человек, и я думаю, в принципе, реально, потому что людям это очень нравится. То есть вот Илья Земсков, Time of Night, они делают кораблики по 2-3 раза за сезон, и там всегда sold out. Там, да, конечно, 150 человек, но там всегда солдат, потому что людям это очень нравится. Вечеринка, но при этом ты плывешь по Неве, там заходишь в акваторию Финского залива, и сам вот этот антураж, все, оно, конечно, людей это привлекает. Это намного интереснее, чем просто прийти в душный клуб. А какие еще вечеринки ты помнишь с тех времен? Я очень хорошо помню первый нейропанк в Москве, на который я поехал, в клубе Копенгаген на территории завода «Арма». Сейчас его уже этого клуба нету, да я не помню, по-моему, «Арма» уже самой там не существует. Вот. Но это были такие первые гастроли на фест нейропанк. Мы там ехали как настоящие артисты, нас поселили в Holiday Inn, в гостиницу хорошую. Ну, было все типа в новинку, понимаешь? То есть отношение было как реально к артистам. Вот. Это было, конечно, круто. И помимо всего этого, естественно, там люди, которые туда пришли, это те, которые ждали непосредственно нас. То есть там был Миша, Флейм, Энкод, Давип, Engage, Рецептор, Бес, Профит. Ну, то есть весь золотой так называемый состав нейропанка. Вот. Это была очень классная вечеринка. И это прям запомнилось. Да было лучше пойти. На тот момент, да. Это, конечно, вообще впечатления были. Ну, такого масштаба просто выступления у меня еще не было. Несмотря на то, что нам там выделили по полчаса всем, но было очень круто. Так, слушай, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, почему Кирилл Крот стал именно Кириллом Кротом, такой, который он есть сейчас? Ну, наверное, прежде всего, это мое желание заниматься этой музыкой. И без желания
Ну, то есть меня никто не заставляет этим заниматься. И без желания регулярного, постоянного на протяжении всех лет не получилось бы то, что есть сейчас. Вот. Ну, это постоянная тяга к драм-н-бейсу. То есть мотивация, работа и желание. Да. Просто я люблю эту музыку. Я думаю, это любовь к музыке непосредственно. Ну, это самое главное, что повлияло на результат тот, который есть сейчас. Любите драм-н-бейс, слушайте драм-н-бейс, и у вас все будет хорошо. Пим. Слушай, Кирилл, а как ты думаешь, какой у тебя был самый золотой год твоей карьеры? Ну, Или он еще не наступил? Наверное, он еще не наступил, но я бы выделил именно 9-10, собственно, когда и вышла эпишка «Турникет». Я тогда активно поехал по гастролям, прям стали звать из разных городов. Минск, Екатеринбург, Ростов. Вот. Бывало такое, что прям по 3-4 гастроли за месяц, то есть каждые выходные расписаны, и это все было в новинку тогда, и вообще так классно, и прям захватывало. Не уставал? Не, так я молодой еще был совсем. Да, то есть я был готов ездить и, в принципе, 2 города. Даже, кстати, было один раз, что 2 города за одни выходные. Вот. И вот тогда прям было классно. А сейчас такого нет, что зовут в разные города 2-3 города за неделю? Нет, сейчас такого нету. Гастроли, в принципе, стали намного реже. Вообще в регионах, в принципе, просел драм-н-бейс. Если раньше практически в каждом городе были промо-группы, и они организовывали мероприятия, то сейчас там можно по пальцам пересчитать, где есть реально действующие промо-группы, где есть костяк, так сказать, людей, которые ходят на их мероприятия. Ну, понятно, что нулевые, конец нулевых, начало десятых, это вот был период, когда драм-н-бейс это, в принципе, было что-то новое. Он тогда появился в начале нулевых и пошел по всей стране, и люди шли на что-то новое. Сейчас же, чтобы в каком-то городе небольшом народ приходил на мероприятия, должны быть локальные игроки в виде промо-групп, каких-то тусовок, которые будут это популяризировать среди населения, вот, среди молодежи. И, таких людей становится все меньше и меньше. Вот. Но сейчас я могу выделить тот момент, что опять стали появляться промо-группы уже новые, которые собирают новое поколение адептов этого жанра. Да, конечно, развивается все не супер стремительно, но надежда есть, что драм-н-бейс опять станет более популярным, нежели на данный момент именно в регионах. Ну, ты же помнишь, что драм-н-бейс всегда был как вниз, вверх, вниз. Да, это шло, все идет периодами, и, собственно, как и творчество музыкантов тоже идет периодами. То есть то они популярны, то уходят куда-то в затишье. Вот. Но сейчас, во всяком случае, я вижу виток развития драм-н-бейса в нашей стране. Но, однако, еще могу сказать виток, что наши артисты очень хорошо выросли. Да, безусловно. Уровень продакшена, вообще, в принципе, профессионализм в этом плане вырос. И сейчас есть прям очень серьезные проекты, которые пишут музло не хуже западных артистов. Во многом даже и лучше. У нас сформировался такой же, даже на Западе это говорят, британцы, такой российский звук, особенно в нейрофанке. За счет, понятно, подкаста «Нейропанк» и музыкантов, собранных вокруг этого всего движения, есть определенный вот этот вот русский звук. А ты можешь кого-то именно за артистов отметить? Конечно. Во-первых, это наши топчики. Самое главное — это Teddy Killers и Гидра. Это наши самый верх. Вот. Также хотел бы выделить проект Dispersion. Это мои братаны Вован и Саня, которые добились уже немалых успехов в драм-н-бейсе и продолжают. Вот. Также проект Two Wales. Это Ярик и Богдан из Вологды, которые тоже, они уже играют на пиратской станции, они издаются на различных лейблах. У них свой лейбл High Resistance, который они активно продвигают. И, в принципе, в Вологде двигают драм-н-бейс движуху. Казалось бы, небольшой городок, там на 300 тысяч, но они там уже, в принципе, собирают неплохие мероприятия. Вот. Конечно, Low Riders и Ozma, и их лейбл Oz Riders, они, это джамп-ап движение такое, немного обособленное, но пацаны тоже знают свое дело, двигают свою тему вообще очень преданно, и респект таким парням, как говорится.
Вот. На самом деле много можно перечислять. Вот. И ребят очень много. В основном, конечно, это выходцы из нейропанк подкаста, но каждый развивается в своем русле, каждый двигает какой-то свой саунд, и уровень уже реально мировой, ребят. Слушай, а есть кто-нибудь сейчас из новеньких, кто может добиться такого успеха, как NA? Кто сейчас восходящий? Леха делал изначально такой саунд, он был ориентирован у него больше на Британию. Он старался, я так понимаю, делать британский звук. То, что именно нравится там, оно немного, конечно, отличается. То есть у нас любят немного другой драм-н-бейс, нежели в Британии. А Леха был всегда нацелен на Британию, и он добился то, чего он хотел. Ну, я так это вижу, потому что слушая его треки, временами можно было спутать с кем-то из британских артистов. Но у него свой фирмовый звук, он добился успеха именно там. И я считаю, что там он более даже популярен, чем в России. Вот. А вообще, вот если брать из восходящих артистов, кто появился не так давно, это проект Tentacles. Я считаю, что у ребят большое будущее, потому что они стартанули с таким крутым саундом, что даже слушая их треки, я думаю, как они это сделали? Я так не могу сделать. Вот. И на них я возлагаю большую надежду, что это будут прям крутые артисты. А какой звук для тебя сейчас самый крутой? Мне очень нравится то, что... Может, конкретный трек какой-то скажешь? Я не буду говорить, наверное, трек. Я скажу, что мне очень нравится, что делают, в особенности в коллаборации, Мефьюс и Камей Крукед. Да, мне отдельно очень нравится звук Мефьюса, но вот конкретно коллаборация их, как двух проектов, очень нравится. То, что они делают на выходе, просто гениальное музло получается. Очень нравится Subfocus, то, что он делает. Крутой звук, крутые идеи. Subfocus очень самобытный в плане идей. Он придумывает себе какие-то новые звуки, которые потом становятся трендовыми, и все их используют. Вот. Также я бы выделил проект Dispersion. У них прям вообще свой фирмовый звук. Ребята очень классно делают. Это заслуга Володи, это я знаю, потому что он все эти прикольные мелодии, не свойственные для драм-н-бейса, придумывает, засовывает их в треки, и звучит это вообще прям максимально самобытно и круто. А как же Александр? Саня больше это все-таки такой менеджер проекта, который им руководит. Да, он непосредственно принимает какое-то участие там, в финальном сведении треков, но в проекте Dispersion именно идеями руководит Вован. Кстати, смотрите у нас на канале интервью с проектом Dispersion. Ссылочка будет внизу. Я хотел бы еще из западных артистов выделить несколько человек. Это Канин из Британии, K-Motions и Bow. Вот этих троих я бы выделил. Это сейчас прям ребята, которые рулят британским звуком. Всем рекомендую послушать их творчество. Это прям фирмовый классный звук, новые свежие идеи и то, что подбадривает весь британский драм-н-бейс сейчас. Тебе не кажется, что лейблы убивают проекты? Такое есть в поп-музыке. Безусловно, оно присутствует. Мы знаем эти все примеры, когда расторгались контракты с лейблами, и лейблы забирали творчество, и псевдонимы забирали у артистов. В драм-н-бейсе я такого не знаю, честно говоря. Не припомню, на моей памяти нет такого, чтобы лейбл как-то мешал артисту или диктовал свои правила. То есть это больше характерно для поп-музыки, где работают серьезные мейджор-лейблы и там совершенно другие бюджеты на маркетинг, на все это. Да, там люди ворочают миллионами долларов. Там, конечно, да, там лейбл может убивать артиста. В драм-н-бейсе такого нет. То есть, как раньше не было в драм-н-бейсе денег, так и сейчас? Да, я бы не сказал, что нет. То есть, все-таки те люди, которые добиваются успеха в этой музыке, они могут, в принципе, обеспечить себя и семью. Вот. Но для этого надо очень много работать. А как ты думаешь, вообще, как драм-н-бейс изменится в ближайшие там несколько лет? Я не Ванга и не Павел Глоба, и поэтому ничего не могу по поводу этого сказать. Но все на самом деле идет в любом искусстве, да и не только в искусстве, по спирали. И мы можем это наблюдать как... понятно, что все тренды в драм-н-бейсе у нас идут из Британии, поскольку это страна, где зародилась эта музыка. Мы можем наблюдать, как вот все вот эти вот джангловые штучки, джангловые звучки, приемы, биты, басы, это все, то, что было в 90-х годах, оно сейчас вернулось, но просто в новом звучании. И все идет, на самом деле, по спирали всегда. То
есть, если после джангла был текстеп и нейрофанк, который тогда зарождался, я думаю, что сейчас пройдет эта волна приджанглованного музла, и, возможно, будет какой-то новый виток текстепа. Скорее всего, это мы его увидим. Я знаю, что ты еще пишешь ремиксы, вот, и ты подписан на лейбл Газголда. Тебе, вот как ты подписался на этот лейбл? Ну, изначально я просто взял вокал из трека «Басты», вокал Алены Амаргалиевой, это их коллаборация в песне «Я поднимаюсь над землей», и просто накидал ремикс, вот, и скинул его Жене Бесу. Вот. А у Жени Беса непосредственно были связи там через одного человека непосредственно с людьми в Газгольдере. Вот. Ну, направили им туда на прослушку этот ремикс. Послушали ответственные люди, которые отвечают непосредственно там, за артистов, за музыку. Вот. Сказали, что им нравится, доделывайте, и мы выпустим. Я доделал, и, собственно, таким вот образом в один прекрасный день на Газгольдере вышел официально мой ремикс на Басту. Что тебе это дало? Мне дало это приток, во-первых, новых слушателей, которые никак вообще не относились к драм-н-бейсу, его не слушали, не знали. Проводили определенную аналитику по постам, которые выходили с этим ремиксом, плюс в ТикТоке ролики. То есть смотрели пересечение аудитории, то есть люди были вообще совершенно неосведомленные, которые, как я и сказал раньше, никакого отношения к драм-н-бейсу не имели и его не слушали. Вот. Я считаю это вообще главным достижением привлечения новой, свежей аудитории в жанр. То есть за счет ремиксов можно привлечь новую аудиторию. Совершенно. По сути, это основная цель вообще вот этих ремиксов, которые я делаю, не только я, и не только ремиксов, вообще русско-вокального драм-н-бейса, это привлечение новой аудитории в жанр. То есть людей, которые любят хип-хоп, любят какую-то поп-музыку, и они слышат вокал. Да, вокал легко воспринимается обычному слушателю, неподготовленному, но при этом это драм-н-бейс. И потом человек начинает интересоваться. Он там к тебе на страничку зашел там на страничку лейбла, там ВКонтакте, в группу, послушал другие треки, и вот таким вот образом притягивается новая аудитория в жанр. Слушай, с ремиксами у тебя еще такая история связана, как проект Савоки, который участвуют те люди Саша и Вова из Dispersion. Да. Вот, а Савоки это же правильно Саша, Вова, Кирилл. Да, это первые две буквы от имени каждого. Это название придумал я, когда мы решили делать проект. И просто ляпнул, грубо говоря, в чате. Мы создали чат. Вот, я пишу, а давайте вот так. Саша, Вова, Кирилл, Савоки. И звучит прикольно, так, с японским мотивом. Всем понравилось, сказали, отличное название. И, собственно, его так и застолбили. Вот, стартанули мы с официального ремикса на песню «Я делаю шаг» от The Hatters и Джарахова, которая гремела во всех тиктоках, там просто было супер хитом. И особенно вот этот куплет от Джарахова, который «Я делаю шаг, делаю второй». Вот. Поскольку Саша знаком с ребятами из менеджмента The Hatters, да и в принципе знаком с проектом The Hatters, лично с людьми, вот. Сразу же договорились на официальный ремикс. Сделали два ремикса, один драм-н-бейсовый, второй такой более радиоверсия под хаус. Вот, и это был наш старт. Вышел ремикс там же, где и оригинал песни, на Warner Music, на американском лейбле. Вот, и это был старт нашего проекта. И, собственно, продолжаем движение в том же ключе. Определенные обстоятельства в мире, так сказать, внесли коррективы в нашу деятельность. Мы немножко побуксовали прошлый год, но надежды и планов не теряем. То есть у нас большие планы, а на 2023 прям вообще уже расписаны. Раскрывать секретов не буду никаких, но проектов очень много, и от Савоки будет много музла в этом году. Я Баш, это блог Speak to Bash. И вот мы как-то переместились на террасу. Здесь мы будем готовить всякие разные вкусные вещи. Да? Да, на гриле. На гриле, да? И вот у нас есть добрая традиция у Speak to Bash, что каждый наш гость оставляет автограф вот именно в этом волшебном блокноте. Кирилл, ты готов? Да, конечно. Вот смотри, здесь такая штучка есть. Оп, держи. Пожалуйста. Собственно, мой автограф и пожелания творческих успехов всем. Спасибо тебе.
Ну, показывай, что у тебя тут за гриль, что у тебя тут делается. Так, ну что у нас? У нас здесь курочка. Собственно, куриные ножки в беконе. И сегодня мы жарим колбаски из говядины и баранины. Вот такие вот прикольные. Уже пробовал не раз. Очень классно. Собственно, этим будем сегодня кормить команду операторов. Слушай, мы сегодня много о чем поговорили. О музыке, поговорили о детстве, о мотивации. Может быть, теперь поговорим немножко, пофилософствуем? Давай, я не против. Слушай, если у тебя была бы возможность вернуться в прошлое, что бы ты сделал и куда бы вернулся? Хороший вопрос, сложный. Наверное, я бы вернулся... Вообще, честно говоря, ничего менять не хочется. Мне нравится все, в принципе, что сейчас происходит в моей жизни. Вот. Но я бы, наверное, вернулся в те года, когда я тратил время, так сказать, попусту и делал какие-то ошибки. Конечно, эти ошибки в итоге дали свои плоды, потому что на своих ошибках учимся. Но я бы раньше более серьезно отнесся к написанию музыки, так как отношусь сейчас, и ставил бы более четкие цели во всем этом. Потому что, конечно, довольно долгое время все это делалось чисто по фану, без какой-то конечной цели. Вот. Поэтому, это, наверное, единственное, что бы я изменил. А так, в целом, в принципе, ничего. То есть у тебя есть какая-то конечная цель? Как я уже и ранее говорил, моя нынешняя цель во всем моем творчестве — это популяризация жанра и приток новой аудитории в этот жанр. То есть, чтобы драм-н-бейс слушателей становилось все больше и больше. Вот. И раньше я этому внимания вообще не придавал. Сейчас это стало моей основной целью. И, может быть, у тебя есть какие-то напутствования юным джанглистам и кто только познает культуру? Как слушателям я бы порекомендовал больше погружаться в музыку, узнавать что-то про артистов, про лейблы, о том вообще, что эта музыка из себя представляет. И, наверное, как-то пытаться не просто воспринимать это как танцпольное музло, на котором можно стоптать кроссовки на танцполе, а как музыку на каждый день, потому что драм-н-бейс настолько многогранен, и вы можете заниматься спортом, работать, засыпать, танцевать, ехать на машине в дальнее путешествие. И под любое из этих мероприятий есть свой поджанр драм-н-бейса, который закрывает все эти потребности. Я считаю вообще драм-н-бейс самым многогранным жанром в электронной музыке, имеющий огромное количество подстилей под абсолютно любое настроение, будь то меланхоличное, энергичное, драйвовое, состояние любви, влюбленности. То есть под это все всегда найдется драм-н-бейс саундтрек. Не знаю ни одного стиля, жанра, который может закрывать настолько большой спектр человеческих эмоциональных потребностей. Ведь музыка это прежде всего эмоции. И драм-н-бейс в этом прям универсальный жанр. Тип любого проекта требует временных затрат. И когда ты понимаешь, что проект развивается, но денег не приносит, готов ли ты пожертвовать своим доходом основным ради развития проекта? Да в целом я всю жизнь жертвую своим основным доходом и вообще, в принципе, доходами ради драм-н-бейса, потому что, конечно, музыка практически не приносит. То есть это какие-то приятные бонусы, а все это идет на энтузиазме. И надо, конечно, ставить перспективы и цели для своего проекта. Он должен приносить вам в будущем средства. И в идеале, чтобы вы забыли вообще о своей какой-то сторонней работе и полностью ушли в музыку, но это удается далеко не всем. Но, конечно, это идеал, к которому стоит стремиться, потому что существовать в нашем мире и финансово, и материально за счет музыки возможно. Просто нужно поставить себе эту цель. Я, честно признаюсь, не ставлю себе такую цель. Мне нравится то, как происходит в моей жизни. То есть драм-н-бейс — это непосредственно какая-то часть моей жизни, но при этом я не ставлю цель, допустим, полностью погрузиться в это во все
и вообще забыть про работу, про все остальное, потому что я упустил этот момент. Мне уже все-таки 33 года, у меня семья, дом, все это требует определенных забот, средств и так далее. И если бы мне сейчас было 25, я бы, наверное, сделал все для того, чтобы музыка стала вообще единственным моим занятием в жизни. Но сейчас это сделать, прям архисложно. Конечно, возможно, может быть, это у меня получится, но, если честно, я сомневаюсь. Ну, почему нет? Если цель есть, то можно ее достигнуть. Если так получится, если так все срастется, и музыка станет моим основным занятием, я буду только рад. Я жене об этом говорил, что вот я хочу заниматься музыкой и готовить. Это вот второе. То есть, по сути, музыка — это мое хобби сейчас, потому что все-таки есть основная работа. И второе мое хобби — это готовка. Ей очень нравится кулинария. Вот. И я жене об этом говорил, что писать музло и готовить, и больше ничего мне в этой жизни не надо. Вот. Твое фирменное блюдо? Да у меня нет фирменного блюда. Я, в принципе, довольно много всего готовлю хорошо. Но, наверное, если так вспомнить, то это паста карбонара. Я этот рецепт отточил вообще до максимального мастерства. И в принципе, на гриле у меня все получается хорошо. Слушай, Кирилл, такой вопрос. У тебя есть что сказать? Что-то такое, о чем я тебя еще не спросил? Что-то действительно, о чем тебе есть еще рассказать? Я бы, наверное, хотел сказать тем, кто только начинает именно заниматься написанием драм-н-бейса. Старайтесь делать максимально от души, а не то, что вам кажется, что сейчас будет модно. То есть вы слушаете подкаст, вы слушаете какие-то миксы, и вы слышите, вот сейчас все делают вот так, наверное, это модно. Не пытайтесь гнаться за тем, что вам кажется актуальным, популярным и модным. Делайте от души, и звук к модному, к современному придет со временем. Главное в треке всегда это идея, а звук — это уже вторично. Все? Ты все сказал, все, что хотел? В принципе, да. Спасибо, что посмотрели это интервью. Я Дима Баш, со мной был рядом Кирилл Корот. Спасибо тебе за интервью, мой друг. Спасибо, что приехал. Подпишись на канал, напиши комментарий, поставь лайк и все такое. Ты сам знаешь, что делать. Всем peace. Что-то нагрели. На лопатках.